Арджуна, как он жил в материальном мире? Был царем, потом все отняли, родной брат проиграл. Пришел в одеждах монаха, украл девушку. Родились дети, всех детей убили. Предложи любому, скажи, у вас будет все, только потом у вас все отнимут. У вас еще будут там жена, которая будет 5 человек, 5 других мужей. Но у вас еще будут дети, а потом этих ваших детей убьют. Вы готовы к такой судьбе? Но если вы скажете Арджуне, он скажет, я выбираю только одну свою жизнь. А в этом-то и есть идея бхакти. Все, что делал Арджуна, это трансцендентно. Но это не значит, что Арджуна там жил в шоколаде, там где-то там в Испании, там вышел рано на пенсию, смотрел на провожающие корабли, считал свои активы, как бы продал успешную компанию, как бы и у него было там, и на его похороны пришли все дети, и он умер он счастливо и хорошо, там, с женой своей в один день. Это материалистическая идиллия. Она находится в категории лилы. Мы что хотим? Мы хотим наслаждения и дурманного счастья, а преданные, они живут лилой. Поэтому для них Волгала 360. Для них сама жизнь – это борьба в сознании Кришны. И счастье у них не потому, что им хорошо. Если вы посмотрите, например, Бхагаватам, мы обсуждали с Госвами Махараджем, любое драматическое произведение, там не так все. Нужно понимать, что автор, он же пишет для мистиков и для простых людей. Вот. И Ведавьяс, он в Бхагаватам закладывает некую идею, которая будет открыта в конце. Потому что есть начало, середина и конец. А конец Бхагаватам – это разлука с Кришной. Но он закладывает эту идею, когда он пишет про Видуру и других личностей, и пандавов, которые почувствовали, что Кришна покинул этот мир. И когда они почувствовали, что Кришна покинул этот мир, они, будучи царями мира, потеряли всяческий интерес к миру. Они отправились в Гималайи на Сваргадвар пешком, они пошли в последний путь, чтобы умереть, потому что они кшатрии. То есть они поняли, невозможно жить без Кришны, все, Кришны нету. Все, Арджуна, он пытался защитить женщин Двараки, и достал свой лук Гандива, и не смог получить, его бомжи отмудохали. Сломали его лук, отняли, все, он стал деревяшкой. И Арджуна понял, все, Гандива ушла, мистические силы ушли, все почему? Потому что Кришна ушел. То есть ради Кришны я был готов победить весь мир, я сражался с Дроной и Карной, и с другими великими героями, но поскольку в этом нет воли Кришны, даже мой великий лук Гандива стал просто палкой. И избитый, униженный Арджуна понял, все, моя функция закончилась в этом мире. Я не могу жить в этом мире. Поэтому нужно понимать такую вещь, что преданные же не цепляются за жизнь. Зацепляются за жизнь – это смертные, которые будут бороться до конца, там, лечить свой геморрой или рак. Вот, преданный, он не цепляется за жизнь. Не как Сократ, не как там, Бишмадев, да, которого там 1000 стрел пронзило. Преданные, они понимают, я и так бессмертен. Это очевидно. Бхагаватам говорит, что если ты думаешь, что ты смертный, ты просто шудра, ты животное. И так бессмертен по своей природе. Поэтому не стоит вопрос там физического существования, стоит вопрос цели твоего бытия. В чем цель твоего бытия? В чем счастье? В чем удовлетворенность? Поэтому преданные они черпают удовлетворенность. Ты видишь, что там какой-то преданный, он там картошку чистит, или мусор выносит, или там что-то он делает. Потому что ничего внешне не существует такого какого-то важного. Да? Там ходит, там тулоси поливает. Но в глубине сердца, в процессе своей духовной жизни, в нем проявляется удовлетворенность. Это все такой как бы тонкий момент существования. И поэтому там как жить? Цель должна быть духовная. Если у тебя есть духовная цель, ты будешь там в этом мире как угодно, как водомерка, которая скользит. Как только ты в цели своей личной кармы, то ты будешь, это как болото. То есть два варианта. Либо ты идешь по воде за счет веры, либо ты идешь по говну. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, там, или по колено, или вот так, с головой. Вот эта вязкая субстанция материального мира, в которой там ты, какой-то там меня попустило. Либо ты как Бхакта, как Арджуна, танцуешь по воде, как помнишь в этих фильмах, да, когда он ты бежишь над головами.
Никому же из них не нужны были ни богатства, ни деньги, ни слава. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии.